У всего есть обратная сторона. Наш мир дуален, так он устроен. Если есть вдох, то есть выдох. Если есть свет, то есть и тень. Если есть день, то есть ночь. И это создает баланс. Две стороны всегда должны присутствовать. Ну, нельзя все время вдыхать. Обязательно придется и выдыхать. Вот. Когда это находится в таком равновесном состоянии, то создается баланс. Конечно, это можно рассматривать в больших промежутках времени. Например, летом день длинный, а ночь короткая. И кажется, что есть дисбаланс. Но через полгода в противоположном состоянии нашей природы будет наоборот. Будет день короче, а ночь длиннее. И всегда найдется баланс и противовесное состояние. И древние обозначили эти проявления двумя символами – инь и ян. В стороне инь, как пример, присущи такие вещи, как плотное, уплотняющееся, темное, учеба, размышление, зачатие, женское, такое перерабатывающее. А ян может представлен в таких действиях. Это расширение, светлое, бурное, завоевание, экспансия. Это реализация тех знаний, тех размышлений, которые были в состоянии инь. И такое мужское, такое бурное. Инь — это тихое, спокойное, задумчивое. Ян — это действие. И когда они в балансе, тогда все очень хорошо. Допустим, язык. Учить язык — это инь. Применять язык — это ян. И одно без другого невозможно. Невозможно применять язык, не выучив. А если вы учите и не применяете, то все равно это знание уйдет, не реализуется. И так во всем. Но нельзя это воспринимать как две абсолютно дискретные половинки нашего бытия. Черное и белое. И обозначить их вот так, таким образом. Всегда во всем есть и янское проявление, и иньское проявление. Вопрос только в степени проявленности. Допустим, ночь. Самая глубокая ночь наступает в 12 часов, полночь, да, когда это будет максимальное состояние ночи. Но как только наступает 12 часов 1 минута, ночь сразу же начинает идти на убыль, а день начинает прибывать. И то же самое в полдень. День в самом разгаре, в полной своей силе, но как только он достигает этого состояния, так он сразу начинает убывать. И это во всем. Можно об этом сказать таким образом, что в каждом инь есть ян, и в каждом ян есть инь, просто только в степени. И потом они перетекают друг в друга. И в этом суть вещей. О Будде Шакьямуни есть много историй и притч. И для меня одна из важных — это история, объясняющая, что такое серединный путь Будды. В его истории жизни описывается первый период, когда отец был правителем Шаки, царства Шаки. И он создал ему такие условия, такие как, то, что называется золотая клетка. Да? Он жил в определенном таком в пузыре, где было все благополучно. Богатство, молодость, здоровье и радость и веселье. А потом он на своем пути двинулся и попал в ситуацию, когда возникла у него практика аскезы, где он много лет сидел под деревом, пил только воду, которая была дождевая, питался только листьями, которые падали с деревьев, и находился в противоположном состоянии. Одно состояние было крайне такое богатое, а второе очень такое аскетичное. Но он все равно не мог получить ответы на свои вопросы. И вот однажды он медитировал под деревом, сидел, и мимо проходила река, и проплывала лодка. И на этой лодке везли, видимо, ученика и учителя музыки. И ученик натягивал струну, и ему учитель в этот момент сказал: если ты сильно натянешь струну, то она лопнет. Если слабо натянешь струну, то она не будет звучать. И они дальше проплыли и ушли. И тогда Будда, будущий Будда, очнулся,
и вышел из состояния медитации и понял, что нельзя быть только в одной крайности всегда находиться. Всегда нужно находиться посередине. И всегда этот серединный путь наиболее сбалансирован. Когда я узнал эту притчу, когда я ее осознал, я стал стремиться вот к серединному выбору посередине всего. И это была моя большая ошибка. Это напоминало вот это состояние, когда я просто вот всегда, исключительно всегда выбирал средний вариант. А это на самом деле тоже крайняя позиция. Выбирать только среднее. И тогда я услышал историю, которую рассказал Ошо. История такая. Поймали 2 чиновников на коррупции, и правитель приговорил их к смертной казни. Но он им решил дать шанс выжить. И сказал, что если вы пройдете по канату, натянутому над пропастью, то тогда вы останетесь живы. Если нет, то нет. Один из этих чиновников всю ночь пытался придумать, как же все-таки двигаться по канату, а второй просто взял и уснул. И первый смотрел, как пошел его товарищ, по несчастью, пошел по этому канату. Он прошел туда и обратно, и вернулся. Тот его спрашивает: как тебе удалось? Ты что, был канатоходцем, что ли? Тот говорит: нет, я просто делал следующим образом, как и все в жизни делаю. Если меня тянет влево, то я чуть-чуть отклоняюсь вправо. Если вправо тянет, то я отклоняюсь чуть-чуть влево. И вот таким образом я удержался. Не шел точно по канату. Я не помню, чем там история закончилась, но вот суть того, что нельзя выбирать только средний путь. Всегда нужно выбирать что-то такое, которое перетекает. И это соответствует вот этому символу инь и янь. Нет ничего жесткого в этом мире, но всегда есть баланс. Как мы можем применить эти знания на практике? Как они нам могут помочь? Самое важное. Помните, мы занимались упражнением «Малый небесный круг». И там мы изучили, как вообще работает наша энергетическая система, как наши органы физические получают питание. Мы говорили о том, что под воздействием Луны по сосудам Жэньмай и Думай проходит проливная волна. И в тот момент, там, где прилив, там создается область высокого давления энергии, и по отводящим каналам больше получается раздача энергии, и органы, которые питаются за счет этих каналов, получают больше энергии, они работают наиболее интенсивно. А там, где отлив, наоборот, происходит спад, и органы отдыхают в этот момент. Это то, что называется суточная работа, суточный режим работы органов наших. В 12 часов в полдень наибольшее количество энергии получает голова, потому что энергия находится, прилив в сосуде находится здесь, в области головы. И у нас до обеда наиболее такое творческое время. Мы можем породить какие-то идеи, найти решение задач. И вот этот сосуд, Думай, называется поэтому сосудом зачатия. От рассвета, от начала рабочего дня, допустим, до полудня мы наиболее эффективны в этом плане. А после 12 часов идет на спад, головной мозг меньше и меньше получает энергии. Но здесь мы можем перейти в такое, в реализацию того, что мы придумали. Поэтому этот сосуд называется сосудом реализации. В полночь же у нас наступает отлив от головного мозга и прилив туда, в область малого таза, там, где мочеполовая система и выделительная система. И они работают ночью, в то время, когда инь максимальный, работают вот эти системы. Так вот, полдень — это ян, полночь — это инь, темная ночь — это инь, полдень — это ян. Если мы постараемся жить в соответствии с этим естественным ходом событий, то мы попадаем в резонанс с этой системой, и мы гармоничны очень. А если мы начинаем сдвигаться, а еще бывают люди, которые переходят на
ночной образ жизни, когда наоборот, в полдень они спят, а в полночь они пытаются какой-то активный образ жизни вести, то они попадают в такой в противовес. Они начинают жить так, как живут ночные животные. Ну, они по-другому живут. Там энергетическая система по-другому устроена. И тогда этот человек начинает напрягать свою всю систему, всю свою систему. И ментальную, энергетическую, и физическое тело начинает изнашиваться. Потому что это не свойственно нам. В молодости это быстро проходит, а с возрастом это уже начинает превращаться в такие сложности. Начинают вылезать проблемы, болезни, там, психологические какие-то расстройства и нехватка энергии. Потому что мы живем вот как бы не в соответствии. А если это учитывать и понимать, и жить вот согласно этому, то тогда мы будем наиболее гармонично встроены в мироздание. Вообще понимание всего происходящего с позиции инь и янь многое объясняет и многому помогает в нашей жизни. Например, кулинария. Если вы понимаете, какие продукты янские, какие иньские, то вы сможете всегда собрать ингредиенты, такие очень сбалансированные. И у вас получится очень вкусное блюдо. Или, допустим, накрыть стол. Да, вот, допустим, в Китае это очень важно. Сбалансированный стол, чтобы было соответствие, баланс во всем. Ну, если укрупненно сказать, что инь и янь должны быть сбалансированы. Где-то должно быть одного вкуса и цвета блюда, где-то другого, чтобы создался баланс. Запомнить все свойства всего, все, что нас окружает, иньское это или янское, это невозможно. И потом не бывает такое, что вот, допустим, это именно иньское и все. Мы уже говорили, что в каждом инь есть ян. Допустим, вода это иньская вещь. И относительно, скажем, вода, текущая в какой-нибудь там в сухой пустыне идет вода, то пустыня это ян, а вода это инь. Но вода, бегущая в горной реке, она янская, она бурлящая, относительно воды, которая там в каком-нибудь озерце. Тихая, спокойная вода это инь. Бурная река это ян. Но бурная река в горах относительно гор, самих вершин, это инь. А горы это ян. И так далее. Везде нужно смотреть очень индивидуально. Да? Вот система какая-то, и внутри этой системы есть какие-то иньские проявления, янские. Если эту систему в другие условия переместить, то может многое поменяться. Поэтому нельзя назначить это вот иньское, а это янское. Но когда вы это ощущаете, это приходит в практике. В какой-то момент вы раз и вдруг любую вещь можете понять, сейчас это иньское или янское. В какой степени это иньское или янское. И относительно вот этого это иньское или янское. Очень легко это все воспринимать. Не только в плане там, вещей, а в плане взаимодействий. Янский человек сейчас или иньский. Он, если очень сильно болен, он иньский. И с ним очень надо как-то там сбалансированно общаться. А если он в таком возбужденном состоянии, он очень янский. Поэтому нужно добавить инь, чтобы сбалансировать систему. И вот это знание и ощущение, и проявление своей деятельности и вообще себя через вот эту призму понимания инь-ян, оно очень сильно помогает в жизни и делает вас очень сбалансированным и гармоничным. И если ваш ум не реагирующий, а если вы взяли, увидели какое-то событие, его осознали и сразу же поняли, там, допустим, в этой структуре инь-ян, какое это событие, и соответственно себя повели, то вы будете в этот момент наиболее эффективны и очень привлекательны. Люди, события и вообще все начнет к вам тянуться и как к центру баланса. И ваша жизнь намного лучше станет. То же самое касается и физического здоровья. Когда вы живете вот в ритме и в балансе с учетом инь и янь проявлений, то здоровье всегда намного эффективнее, потому что вы идете по потоку
согласно естественного хода событий. Это очень важно. И все это придет с практикой. Все больше и больше осознания и понимания приходит с общей практикой в том числе. Всего доброго, увидимся.